Старик проснулся рано утром с ощущением того, что кто-то лижет его руку. Это была Джессика. Джессика смотрела на него своими карими глазами, потом подошла к краю одеяла и стала медленно стаскивать его со старика, всем своим видом показывая: «Ну что, спишь, старый? Проспал рассвет. Вот так вот. Что бы ты без меня делал?» Да. Старик глянул в окно. День разгорался. Да, красив он был на Селигере. Солнце уже поднялось из-за Селигера и окрасило своим светом березы, снег, лежащий под ними. И солнце так ярко светило, так сильно, что синее небо отражалось в нем. Джессика мышковала, искала мышку, а я смотрел и наслаждался этой красотой. Да, Бог еще один прекрасный день подарил мне. Как я люблю смотреть на утреннее солнце, когда его лучи пронизывают ветки деревьев и слепят мои глаза, но не хочется их закрывать. Дай Бог увидеть еще раз такую красоту. Быстро собравшись, он погрузил все свои вещи в свой мини-снегоход и поехал на рыбалку. Сегодня он будет ловить щук. Да, вон солнышко, а вон и тучки. Ох, набегут сейчас, и день испортится. А ведь надо еще поймать живца для того, чтобы потом зарядить свои поставушки. А это дело непростое. Будет клевать живец или нет? Откуда знать? Какая погода? Подойдет он к лунке и не подойдет? Ну вот, приехали. Да, день все еще солнечный. Небо синее, снег блестит. Вот палатка. Лунки я уже прикормил. Надо посмотреть, как она растянута. Обязательно нужно растягивать. Видите, ветер снесет палатку вместе с колышками. Вот такие дела. Ну вот. А вот и первая плотвичка, друзья. Маленькая, смотрите какая. Сошла. А вот вторая. Это бы тоже сошла, но упала на полы. Ничего. Главное, чтобы не побилась. Мне нужен живец, а живец должен быть хороший. А это не плотвичка совсем, это подлещик. Смотрите, вон какой, на такую маленькую мормышку 0,22 грамма. Смотрите, вон спичечная головка в 2 раза больше, а вот еще одна плотвичка. О, это уже живец, это уже отличный живец. Это маленький, хороший, ведь зимняя щука, которая в глухозимье ловится, не берет крупную рыбу. Ей нужен мелкий живец, чтобы поместился. Вот еще плотвичка подошла. Ловим потихонечку, друзья. Таскаем рыбку одну за одной. Вот на такие маленькие мормышки. Здесь нужно уметь ловить, и кивок должен быть хороший. Представляете, чтобы вот такую мормышку увидеть поклевку. О, ловим потихонечку, друзья, ловим. Смотрите, какая прелесть. Смотрите,
Вот она, селигерская рыба. Сидим в палаточке, рыбка поклевывает. Вот какая маленькая мормышка, друзья. Гляньте какая. В 2 раза меньше ее глаза. Туда ее бросаем. Вот еще поклевочка. Глубина здесь небольшая, 2 метра, поэтому все заснять не удается. Успеваю только, когда вытаскиваю. Вот, потихонечку, поклевочка за поклевочкой, и наполняется мой канчик маленький, куда мы складываем рыбку. И еще вот какая маленькая мормышка отличная, миниатюрная, прям с бусинку, небольшую бусинку. Так, тащим, друзья. А это подлещик уже с ладошку. А подлещика мы берем Джессики. Джессика любит кашку с подлещиком. Положишь туда перловки, подлещика и в печку. Вот поклевочка. Что-то тащу. Упирается, друзья, упирается. Смотрите, опа, за снег зацепилась, за кромку снега. Вот такая хорошая плотва. Видите? Замечательная плотва. Вот, друзья, ловим потихонечку. Клюет рыбка, рыбка ловится. Так, еще одна поклевочка. Замечательно, друзья, замечательно. Так, плотва. Отличная плотва, отличная. Вон, гляньте, вон какая отличная плотва. Ну, потихонечку уже наловили что-то. Уже можно десяток жерлиц поставить. Гляньте, вот спичечная головка меньше, мормышка меньше спичечной головки. Так, друзья, есть плотвичка, есть. Рыбка есть на селигере. Говорят, нету рыбы. Ну, для кого-то это совсем не рыба. Но мне она нужна для того, чтобы поймать живца. Это огромное дело. Ставишь маленькую рыбку, а ловишь большую. Ой, вот как. Вот так вот, друзья. Вот, смотрите. Берем спичку и сравниваем. Спичка больше в 2 раза. Ну что ж, друзья, настало время обеда. Вот, чай уже закипает. Сейчас брошу пакетики, уже бросил с земляникой. И будем ждать. А слева лежит колбаса. А колбаса непростая. Все знают поговорку. Лучшая рыба – это колбаса. А вот эта колбаса как раз из рыбы и сделана. Правда, не совсем полностью из рыбы, а одна часть рыбы, а вторая часть свинины. Все это прокручивается в мясорубке несколько раз. Потом берете рукав для запекания, отрезаете нужную длину, сворачиваете и хвостик один замотали, а вторым скручиваем и поджимаем. Смотрите, друзья, вот здесь вот 400 килограмма колбасы. Вы представляете, друзья? И все вот это должно сутки простоять в пакетиках, чтобы аромат у них появился. А потом, друзья, вон туда, в духовку, в шведскую печку при температуре 70-80 градусов мы оставляем часов на 5-6. Вот так вот. Вот она какая замечательная плотвичка. Вот такая вот, друзья, плотвичка пойдет на щуку, а щука пойдет на колбасу. Вот, друзья, какая маленькая мормышка. Меньше, чем глаз у плотвички. Вот, гляньте. Туда ее, в кан. Сейчас я вам покажу фокус. Смотрите. Берем спичку, прикладываем, и спичка в 2 раза больше. Еще одна плотва. Во! Пошло дело, пошел живец на щуку. Поймаем щуку и сделаем колбасу. А потом эту колбасу будем есть на рыбалке. Ведь на рыбалке что-то надо есть. Не в магазине же покупать. А тут мы сами ловим, сами едим. Вот она, селигерская мудрость. Так, смотрите, спичка больше в 2 раза. Еще плотвичку поймали. Идет клев, друзья, идет. Вы смотрите, мы потихонечку уже наловили штук 15. Это и запас будет. Главное, подо льдом сохранить.
Во, гляньте, какая маленькая мормышка. Вот такая маленькая. Вот такая вольфрамовая мормышка 0,22 грамма. Вообще миниатюрная. Туда ее, туда. Во, друзья, как мы рыбачим. На маленькие мормышки. Это профессиональные спортсмены только так ловят. Ну, конечно, это все в палатке надо. Вот, смотрите, мормышка меньше спички. О, еще одну плотвичку поймали. Еще хорошую плотву поймали. Это заглотило чуть-чуть. Надо осторожно вытаскивать. Поранишь, и рыбка не выживет, друзья. Рыбка не выживет. Здесь надо очень осторожно ловить. Вот маленькая мормышка, меньше глаза. Вот так вот. Туда ее. На эту мормышку, между прочим, друзья, всего один мотыль помещается. А больше вы не насадите. Не то, что говорить опарыш. Но рыба-то клюет. Рыба-то клюет. Вот в чем дело. Видите? Меньше спички. Так, хорошая плотвичка. Замечательная, друзья. Вот, смотрите, гляньте какая. Хорошая рыба для живца, милое дело. Щука будет его брать. Она ж сейчас с икрой, она крупную рыбу просто не возьмет. Там все брюхо у нее икрой забито. В основном-то клюют икрянки, потому что скоро икромет, им нужно сил набраться. Вот такая маленькая замечательная мормышка. Так, еще одна плотва. Ловим плотву, друзья, и удовольствие получаем огромное. Ведь это самое главное, на кивочную удочку. Раз, кивок согнулся, подсечка. Вот какая маленькая мормышка. Но меньше глаза, в 2 раза. Вот так вот, друзья. Туда ее в садочек, в кан свой бросаем. Во, гляньте. Берем спичку, прикладываем в 2 раза меньше. 0,22 грамма. Тащу что-то тащу тяжелое, рыбка сопротивляется. Оба-на, вот, поймали покрупнее плотву. Но и эта, друзья, плотва тоже пойдет. И это, друзья, плотва для нас сгодится на крупную щуку. А что такое крупная щука? На 700 грамм ее спокойно скушает, да на полкило возьмет. На полкило возьмет и не подавится, только хап и все. Тащим, друзья, тащим рыбку. Ох, набил я уже свой кан, надо заканчивать, надо ехать, друзья, крюки проверять. Ведь это дело непростое. Нужно каждый крюк проверить, перенасадить, рыбку новую зарядить. А на улице-то уже вечер скоро. Надо успеть до темна, чтобы домой вернуться. А дома Джессика ждет. Где там хозяин ее бродит? Надо бы и погулять с ней сходить. Вот, друзья, вот такая маленькая мормышка. Меньше спички в 2 раза. Так, друзья, проверяю. У меня здесь просто поставлено. Вот. Так, видите, есть размоточка, небольшая есть размоточка, не до конца, конечно, размотала, но что-то есть. Сейчас посмотрим, будет там рыбина, не будет, надо глядеть, потому что она может размотать и 2-3 метра и встать под лункой, встать и ждать, пока ты к ней подойдешь, будет сидеть и силы беречь, она же не дура. Зачем ей раньше времени силы тратить? Она прекрасно понимает. Оба-на! Вот она показала свой норов. Вот она назад пошла. Тут осторожно сматываем, виток за виточком. Витки надо ровно класть. Гляньте, вон уже первый мой поводок пошел. Это я между леской и поводком, между веревкой и поводком ставлю леску. Метр, чтобы живец гулял. Видите, 2 карабина. И тогда живца не будет видно, ему легче будет гулять, он не сдохнет. И вот эта вот поставушка у меня стоит на глубине 3,5 метров ото льда. Видите груз? Вон она. Только бы не ушла, багром не хочу брать. Есть, друзья. 2,100. 2,100 я дома взвесил. Из нее получится килограмм фаршу. И еще килограмм добавлю. Вот вам, друзья, 2 килограмма колбасы на 7 рыбалок.